Майнкрафт является самой популярной игрой в мире и благодаря своей популярности имеет множество клонов. Например, Creativerse, при входе в которую мне сразу бросилась в глаза кнопка на пол экрана. Кастомизация персонажа, чего я здесь совершенно не ожидал в игре, которая стоит 0 рублей. Не Sims, конечно, ну да ладно. Правда, мое удивление спало после того, как я нажал на Outfits или костюмы. Здесь имеется очень много шмота и еще больше внутриигровых транзакций. Также сразу меню первый минус. В игре имеется всего один язык, это английский. Остальные, как говорится, сами как хотите. Но это все мелочи. Сама же игра потрясающая. Поиграв в нее около 2 часов, могу сказать, что это очень годная игра. Здесь есть вот такие милые мобы, крафт, пещеры, в одной из которых, кстати, мне дал пиздов какой-то краб. И очень красочный бесконечный мир, прямо как в Майнкрафте. Добавить к этому еще работающий мультиплеер, и получается годнота в стиле Майнкрафт. В бесплатной-то игре. Но хватит об этом, самое время для CraftMine. Вы просто посмотрите на это наверное, самая милая флеш-игра, которая только существует. Целая террария, засунутая в браузер. Это просто идеальный вариант для тех, у кого по каким-то причинам лагает Майнкрафт. Окей, начинаем мы у костра, рядом с которым стоят Стив и Алекс. Из необычного здесь имеется шкала температуры и воды. Мобов здесь много, в числе которых этот миленький зомби прямиком из Майнкрафта. По крафту здесь имеется довольно много предметов для флеш-игры. Рубим, собираем, убиваем, создаем, строим, копаем. Все, по сути, если можно так сказать, игра пройдена. Но некоторым она может прийтись не по вкусу, специально для них есть Fortress Craft, которая продается в Steam по цене 260 рублей и представляет из себя экшен с видом от первого лица. Вышла она в 2011 году и вначале создавалась для Xbox, после чего из-за успеха перекочевала на ПК. По графике здесь нечего сказать, квадрат, квадрат, квадрат. Вместо ломания рукой, как в Майнкрафте, здесь присутствует кирка, что более логичнее. И за 3 месяца с даты выхода игры было продано около 350 тысяч копий для Xbox. И до мая 2012 года она была самой прибыльной игрой Xbox Live India, которая разошлась на 800 тысяч копий, будучи клоном. В то время как Майнкрафт версия на ПК разошлась в 3 миллиона копий. Но, как по мне, на 2011 год Fortress Craft смотрелась поинтереснее Майнкрафта, хоть и считалась в некотором роде копией. А вот с Ганкрафтом совсем другая история. Это игра, которая предлагает мешанину PUBG и Майнкрафта по цене 350 рублей 2013 года выпуска. И Steam пишет, что здесь смешанные обзоры, но по факту вот, я листаю, плохой обзор и один хороший. Потом также много плохих обзоров и 1-2 хороших. Из описания трейлеров стало понятно, что это некая песочница с полной свободой действий и с графикой Майнкрафт, а также, что здесь имеется мультиплеер, которому позавидовали бы сами рокстеры. А что на деле? Первое, с чем я столкнулся, не работающие сервера, причем полностью, и при всем желании запустить свой, чтобы поиграть по сети, вам не удастся и не пытайтесь. Обещанная песочница с абсолютным крафтом начнет работать только при покупке всех DLC, представленных к игре, стоимостью порядка 4-5 долларов или на наши деньги 270 рублей. И что остается обычному игроку, купившему этот шлак? Одиночная игра. Тут я, пожалуй, обойдусь без лишних комментариев, скажу лишь в 2 словах. Сюжета нет, играбельности нет, все, чем можно заняться, пойти в бой, респануться в рандомном мире и бегать по локациям, мстя паукам, которые ползут как ДЦП. Но не будем о плохом. Далее игра, которая с самого начала создавалась на Android, но через небольшой промежуток времени перекочевала на ПК. Скажу в паре слов, это абсолютная копия Майнкрафта, но копия, которая на 2011 год, а это год ее выхода, была намного проработаннее тогдашнего Майнкрафта. Что я имею в виду? В игре имеется 1500 различных предметов, все виды погоды, уйма мобов, от быков, которые не промахи и гораздо дать в темечко хулигану, до дружелюбных же рафиков. Также в игре имеется шкала температуры, которая будет заполняться в зимних и жарких биомах. Ну и что мне очень понравилось, это система метания копий. В целом игра хороша для клона и точно уж лучше Динокрафта, которую разработчики, похоже, делали под креком. Из себя она ничего хорошего не представляет, обычный клон Майнкрафта со всратым текстурпаком. Единственное отличие — это паука, скелеты и зомби заменили на динозавров. Эндермены же сюда полностью скопировали из Майнкрафта. Вот такая фиолетовая страшная херота, которая крадет блоки, это лепается. Кстати, здесь даже звуки сперты из Майнкрафта. Почему же я ранее сказал, что игру делали под креком? Ну, во-первых, оседланные динозавры звучат как лошадь. И я вот не поверю, что разработчики просто не углядели 2017 года. Во-вторых, сами динозавры звучат как прорванная труба в соседней комнате твоего дома. И в-третьих, под какими грибами нужно быть, чтобы нарисовать такой скин?
Просто что это? В одном из своих прошлых роликов я говорил, что Мортис из старой версии Brawl Stars страшный, но это чертило точно опережает его по всем частям. Далее Castle Miner Z, которая вышла также в 2011 году. Стоит в Steam 100 рублей, как банка колы в ларьке возле дома. Разработчики в описании пишут, что игра представляет из себя бесконечный мир. Далее бла-бла-бла-бла-бла-бла. Стройте сооружения из блоков, создавайте оружие, инструменты из сырья, исследуйте мир. В общем, из описания и скриншотов у меня складывается ощущение, что это солянка Майнкрафта, Battlefield и Скайрима, потому что в ней есть свой дракон. Правда, очень тупой, которого я в самом начале игры с пистолета положил. Ну и кто теперь крутой, а? Ящерица. Вкратце, игра очень сырая. Есть крафт, смена дня на ночь, мобы, оружие, но все это работает достаточно коряво, из-за чего я мало получил удовольствия. Хотя нет, совсем не получил. А, еще, игра не разворачивается на полный экран, посему мне пришлось ее растянуть и довольствоваться мылом. Ну, не будем о плохом, что мне здесь понравилось, так это очень брутальная музыка. Правда, которая заработала после 10 минут игры, но ее брутальность все косяки оправдывает. Ну и мини World Block Art, пожалуй, самый лучший клон Майнкрафта, по моему мнению. Он предлагает нам все то, что предлагает тот же Майнкрафт, только намного больше. Крафт, различные мобы, биомы, племена и квадратная графика, которая здесь просто невероятно приятная для глаза. Вы просто посмотрите на эту милоту. Также в игре имеется множество мини-игр, ну а из минусов здесь присутствует кривая локализация русского языка и относительно дорогой донат с учетом того, что он нужен лишь для визуальных каких-то изменений. В целом, вечерок позалипать с друзьями самое то, учитывая еще то, что она бесплатна. Точно так же, как и игра, которая очень сильно похожа по геймплею на Team Fortress, только в стилистике Майнкрафта. И вышла в релиз, которая в далеком 2012 году. Старички, которые рубились с нее, сейчас плакнут. К великому сожалению, в 2017 году игра практически умерла из-за пустых серверов, а в марте 2019 года окончательно умерла из-за полного закрытия серверов и убрана из всех магазинов. В игре же нужно было вначале выбирать, за кого ты будешь играть, а после идти дубасить все, что движется и не движется. Тогда, в 2012 году, можно было играть за десантника, снайпера, инженера и рудокопа. У каждого своя цель в игре, но строительство, сражение и творчество — главное, на чем держится вся игра. В то время это была очень веселая и популярная игрушка. В отличие от игры, которая скорее больше копирует Ark, Survival Evolved, нежели Minecraft. Ну серьезно, здесь тупо лого одинаковые. И нет, это не один и тот же разработчик, я проверял несколько раз. В Steam этот клон стоит 725 рублей, что после этого здесь можно сказать? Эта хрень стоит дороже оригинального Арка. В стимовских отзывах каждый второй жалуется на сетевую часть игры, мол, она очень тормознутая, что для хорошей игры с другом нужно хорошо так потанцевать с бубном. Некоторые даже потешаются над игрой, говоря, что Майнкрафт плюс мод на динозавров в итоге получается Pixar. Или вот человек написал: игра чмо не подключается. Насколько сильно игре нужно было провиниться, чтобы человек не поленился и написал такой отзыв. Сама же игра довольно добротная. Крафт, собирание, охота и строение, все, что можно в ней делать. В чистом виде квадратная арка. Единственное, что мне портило времяпрепровождение, это мыло и дикая пикселяризация в игре, при том, что настройки у меня стоят на ультре. А также в игре полностью на отвали сделан перевод русского языка. Где-то есть, где-то нет. В целом, это тот же самый арк, только в Майнкрафте. И по цене в 725 рублей. А на этом, пожалуй, все. Надеюсь, данное и чересчур ужасное видео вам понравилось. Рассказывайте своим друзьям и пейте кока-колу. Всем огромное спасибо и всем пока.